Всем здорово! Что будет, если пройти Резик 2 с максимальным реализмом, как в реальной жизни? Здесь нельзя будет использовать бесконечные карманы, носить 15 видов оружия и восстанавливать здоровье травой. Странно, когда вам оторвали кусок плоти, вы просто приложили подорожник, и у вас восстановилось здоровье. Мы не будем вбегать в толпу зомби, как Рэмбо. Мы не будем использовать баги игры. Это прохождение будет именно таким, каким его хотели видеть разработчики. Первым делом Леон приходит на заправку и видит кровь. Что бы сделал бы в реальной жизни я? Если я приехал на полицейской тачке, у меня должен быть какой-то дробовик или пистолет. Но Леон почему-то не очкун. Ладно, парень у нас из смелых, поэтому заходим так. Ладно, здесь он поступает логически, поэтому я с ним полностью согласен. Спросить, крикнуть, ну мало ли, кто его знает, что там происходит. Здесь у нас Леон действует беспроигрышно. Просто максимально правильно, доброжелательно, проходит как реальный человек. И вот первая наша встреча с зомби, как же поступит Леон. Хочу добавить, что он в начале игры поступает полностью по-человечески, как мы бы поступали, как в реальной жизни. То есть он предупреждает человека, что он выстрелит и использует свое табельное оружие. После этого случая мы, конечно, пытаемся выбраться, потому что реально бы человек поступил бы именно так. И только поэтому он видит, что дверь заперта и идет за ключом. И вот пролог потихонечку заканчивается, мы оказываемся в городе. Я бы в реальной жизни тут старался сильно не бежать быстро. Я бежал бы, наверное, с безопасной скоростью, как и он, чтобы экономить силы и просто не упасть и не разбиться. Потому что разные ситуации бывают. И вот Леон поступает максимально правильно, он запирает за собой дверку и запирает ее на засов. После того, как я вошел, я бы не стал бы моментально забегать в полицейский участок. Я бы проверил, безопасна ли дверь, потом бы начал смотреть, что вообще тут происходит. Нужно же осмотреть полицейский участок. Я обнаружил здесь трупы, но более ничего. Из-за баррикадированной двери. Услышав сообщение по радио, Леон приходит в полицейский участок. Надпись на двери «Берегись», но Леон игнорирует это сообщение. Эта территория максимально враждебная, и я бы проверял бы каждый угол, как я тут и поступаю. И вот наступают первые жертвы, сомневаюсь, что Леон мог его спасти. Зомби ломится в дверку, что нам нужно делать? Правильно, создать максимально безопасную дистанцию, чтобы можно было действовать. В этот раз уже Леон не сомневается, что это зомби, и сразу стреляет по ним. Но, на мой взгляд, они слегка похожи на обычных людей, поэтому правильно было бы, наверное, спросить хотя бы. Или предупредить. Раз приехал на службу, надо переодеться. Ну, хороший план, почему нет? Мы тоже не так представляли первый день, и вот встречаем нашу первую траву. Мы ее не берем, потому что она не волшебная. Чтобы максимально вникнуть в игру, не пропускаем никакие катсцены и смотрим, что тут происходит. Здесь зомби пробивает окно. У нас есть два варианта. Убежать или убивать. Я выбираю убивать, потому что вдруг нам некуда бежать дальше. Потому что Леон еще в участке не был, и он не знает, что там за дверкой. Дядя Жарабас не оставляет нам выбора, но, впрочем, я с ним согласен. Эта ситуация уникальная, потому что здесь мы видим стеклянное окно, и, естественно, мы видим доски. Доски взять в руки проблем нету, это никакое не волшебство, но траву мы игнорируем, мы просто заколачиваем дверь. Я считаю, что это идеально. Поднимаясь вверх по лестнице, мы встречаем зомби. Я стрелял ему в ногу, чтобы на неровной поверхности он упал вниз. Фиксируем убийство, чтобы обезопасить себя от будущих ситуаций. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Тут я проходил минут 5 или 10. Серьезно. Переходим в библиотеку, видим, зомби на нас не обращают внимания. Конечно же, я не буду их провоцировать и постараюсь аккуратненько пробежать. Врезается вертолет в здание, что я буду делать? Конечно же, я попытаюсь спасти кого-нибудь. К сожалению, Леон не принимает ни одной попытки, чтобы спасти человека. К сожалению, пилоты потом погибают. Гарантированно. Заходим в эту локацию, и почему-то проблем здесь не было. Обычно тут было 2, 3, 4 зомби, но в этом прохождении было всего двое. Проходим далее в сержантскую комнату и видим зомби. Видя, что зомби упал в нокаут, добиваем его ножом и не боимся. К сожалению, здесь реализма не хватает. В реальной жизни можно нажать без кнопки. Женщина-зомби падает вниз. Я бы стрельнул в эту люстру, чтобы добить ее, но тут так не работает. Здесь приходится делать исключение. В реальной жизни я ушел бы оттуда нахрен и не возвращался. Но Леон имеет стальные яйца. Ну ладно, кто бы в реальной жизни мог бы поступить бы так и пройти именно так, ставьте лайк или плюс в комментарии.
И вот далее у меня наступили первые проблемы. Из-за того, что я не умею колдовать и совмещать два пороха в реальной жизни, собирая их в патроны, пришлось пользоваться оружием и ножом. Но мне не хватало боеприпасов. И вот, когда боеприпасы кончились, мне пришлось извращаться реальными способами. Я отбежал, зомби отошла, потом она решила подойти, или он не выдержал. Из-за того, что ситуация патовая, пришлось пробегать. Благо нож понадобился. Снова появляется зомби, боеприпасов, конечно же, у меня нету, поэтому приходится пробегать. Открываем сундучок, но из-за того, что у меня нету бесконечных карманов, я не беру боеприпасы. Ведь посмотрите, какого они огромного размера. Ставим бомбу. Аккуратненько отбегаем врагов и благополучно убегаем. В этот момент я забыл, где находится статуя льва, и долго думал. Пошевелив мозгами, я вспомнил, что она находится в самом начале. И спокойно спускаемся в подземный комплекс.